Сегодня в развитых странах умереть с голоду не дадут даже бездомным. А быт облегчен настолько, что главной проблемой общества становится борьба с ожирением. Живя в таких условиях, сложно представить, что в разных уголках Земли люди до сих пор вынуждены ежедневно бороться за существование. Привет, друзья, меня зовут Максим, и сегодня в выпуске ты узнаешь о 5 странах, жителям которых действительно не позавидуешь. И перед тем, как мы начнем, хочу заявить, что ролик передает сугубо субъективное мнение. И если вы будете шокированы услышанным, то это очень даже хорошо. Ах да, кликни на подписку, пока не забыл. Ну а мы начинаем. Бангладеш практически легендарная страна, которая считается дном Азии, если не считать Афганистан, куда ездить опасно для жизни. По разным рейтингам беднее страны в Азии просто нет. Бангладеш ниже Непала, Камбоджи и Восточного Тимора. В стране размером с Московскую область живет больше людей, чем во всей России вместе взятой. Перенаселение и антисанитария — все это влияет на уровень заболеваемости в целом. Поскольку общественных туалетов практически нет, а те, что есть, чудовищные, то народ массово справляет нужду по разным углам. Ситуация на дорогах усугубляется тем, что правила дорожного движения здесь игнорируются даже сотрудниками дорожной полиции. Все одинаково ломятся как на зеленые, так и на красные в любом направлении. И никакой даже минимальной инфраструктуры, поэтому лучше путешествовать по городу на лодке. Местная фауна тоже не отличается особой дружелюбностью. Ядовитые змеи и насекомые. Вряд ли вам захочется жить рядом с реальной опасностью для жизни. Жизнь в африканских странах далеко от идеала. Много где не хватает воды, идут постоянные войны, случаются эпидемии. Но даже на этом общем фоне Демократическая Республика Конго стоит особняком. Начнем с того, что страна регулярно занимает одно из последних мест в мире по уровню доходов жителей, то есть ВВП на душу населения. Медицина находится на крайне низком уровне, врачей катастрофически не хватает, из-за чего в ДРК регулярно случаются вспышки эпидемий. Не обошла стороной и лихорадка Эбола. Если открыть историю страны, то там будут бесконечные военные перевороты, диктаторы и гражданские войны. Кстати, здесь и сейчас, буквально в эти минуты, идет гражданская война. В самом центре африканского материка, в густых непроходимых джунглях, которые кишат змеями, крокодилами и хищными животными, вы не сможете выжить в этих экстремальных условиях больше часа. К слову, в этих лесах живут племена пигмеев, самых низкорослых людей в мире. Однако у этих людей намного больше шансов выжить в этом месте. Северная Корея – самая закрытая страна в мире. Поэтому подлинную информацию узнать не так-то просто. К туристу, который попал в эту страну, помимо того, что прикрепляются гид, который контролирует маршрут и находится с ним постоянно, так еще и тщательно досматривается на предметы, запрещенные в этой стране. Иностранная пресса или книги, которые считаются нормой для вас, здесь могут принести много неприятностей. До недавних пор мобильные телефоны изымались таможенными службами. Разрешение на съемку одобряется правительством, и то на определенных достопримечательностях. Все материалы, которые вы можете найти в сети, являются запрещенными и скорее всего сделаны беженцами в Китай или Южную Корею. Корейский народ, живущий в провинциях, очень бедный. В сети я нашел информацию, что рацион питания состоит только из риса и травы. Мясные продукты они могут позволить себе только в праздники. В Пхеньяне, столице КНДР, дела обстоят получше. На улицах города везде висят агитационные плакаты, восхваляющие единственного и неоспоримого верховного руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Религиозные взгляды под запретом, любые упоминания о божестве караются тюрьмой или даже смертной казнью. Каждый третий житель этой страны солдат, вне зависимости от гендерности. Местные рады бы уехать от тоталитарного режима, но правительство запрещает покидать страну. А любые нарушения в этой стране, как вы уже поняли, карается смертью. Вот такая удивительная страна. Мне интересно услышать твое мнение. Какая страна, на твой взгляд, абсолютно непригодная для проживания? Напиши под этим видео. Ну а что там на втором месте?
Исламское государство Афганистан. Талибан и героин – вот два явления, определяющих жизнь в современном Афганистане и делающих ее более похожей на выживание. Сносно жить в этом государстве в теории можно, но только в том случае, если у тебя есть деньги и ты мужчина. Столица Афганистана, Кабул – это грязное, пыльное, зловонное место. Здесь сплошная антисанитария. Через весь город пролегает одноименная река, которая представляет собой одну большую мусорную свалку. Историческое наследие Кабула практически полностью уничтожено войной. Столица — это сплошные серые стены, какие-то сараи, заборы и мусор, мусор и мусор. Люди живут крайне бедно. Центральная статистическая организация Афганистана утверждает, что за чертой бедности находится более трети населения страны. Четверть граждан вообще не работают. В Афганистане не просто опасно, а очень опасно. Постоянно происходят теракты. Туристу без местных провожатых лучше не показываться на улице. Здесь действительно много героиновых наркоманов. Зачастую его здесь не колят, а курят, причем вне зависимости от возраста. Среди наркоманов немало детей. Большую часть территории Афганистана контролирует радикальное движение Талибан, признанное ООН террористической организацией. Порядки здесь диктует шариат, причем зачастую в самом жестоком его понимании. Сомали. Начать нужно с того, что такого государства, как Сомали, долгое время пугавшего цивилизованный мир своими пиратами, нет совсем. Когда-то оно было, но распалось в результате гражданской войны. Если речь идет о нынешнем Сомали, то чаще всего имеется в виду группа враждебных друг другу кланов и автономий, само собой не признанных мировым сообществом, но вполне функционирующих. В отличие от многих других самопровозглашенных геополитических единиц, государства здесь как такового нет совсем. Это и определяет жизнь местного населения, сводя ее до примитивного выживания в условиях бедности, голода и войны. По данным, озвученным в ООН в начале года, на грани гибели от голода в Сомали находятся свыше 850 тысяч человек. Цены на продукты питания постоянно растут. По некоторым данным, инфляция достигает 100% в год. К примеру, в России инфляция в год составляет всего 9%. Засушливый климат часто становится причиной неурожаев, а поставки гуманитарной помощи сдерживает анархия и постоянные теракты. В 2011 году от голода погибли свыше 250 тысяч человек, половина из них дети младше 5 лет. И до сих пор земли Сомали находятся на грани продовольственной катастрофы. А если прибавить сюда низкий уровень иммунизации населения, недостаток питьевой воды и высочайший уровень преступности, то станет понятно, почему эта страна стала символом человеческой катастрофы. Хочешь увидеть ролик на определенную тему, пиши под этим видео комментарий, и я с удовольствием сделаю интересное видео на твою тему. Также не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк, и расскажи об этом видео своим друзьям, мне это очень поможет. Спасибо, друзья, до скорого!